Очень долгое время Оман был закрыт для многих гостей, да, и тех, кто желал путешествовать по отелям. Но этим и отличаются гостиницы «Оман», вот этим вот спокойствием, приватностью, сохранением границ. В этом, наверное, есть такое философское начало отельного бренда «Оман». Отели, которые расположены либо на территории национальных парков, либо на территории природных заповедников или рядом с объектами всемирного наследия ЮНЕСКо. Да, есть вот ощущение, что у тебя взгляд отдыхает, ничего лишнего. Ты замыкаешься там на себе, на природе на месте, и на безупречном тихом сервисе. За завтраком официант аккуратно спрашивает, как вам спалось, все ли было хорошо. Оман предлагает настолько широкий спектр всяких возможностей, но в том числе он и славится wellness-услугами. Да, есть даже у вас собственные амбассадоры есть. Мария Шарапова стала wellness-амбассадором отельного бренда «Оман». Настоящая роскошь, когда ты влюбляешься в страну через отель. Мы можем говорить об оманджанке как понятие. А что такое оманджанки? Звучит очень весело. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях мой друг, опытный путешественник и представитель отельной группы «Оман» Ольга Плешакова. Оля, здравствуй. Здравствуй, Ева. «Оман» — это вообще изначально очень необычная цепочка, достаточно закрытая для широкого круга путешественников, но очень любимая теми, кто уже является адептами этой сдержанной роскоши. Что же такого загадочного лежит в философии и в названиях бренда «Оман»? Действительно, пожалуй, «Оман» — один из самых таких глубоких и философских брендов среди отельного мира. Очень долгое время «Оман» был закрыт для многих гостей, да, и тех, кто желал путешествовать по отелям. Но благодаря тому, что мир течет, все меняется, в настоящий момент, да, «Оман» открывается действительно для таких искушенных, но в то же время путешественников, которые предпочитают определенный уровень отдыха, определенный уровень роскоши, люди, которые уже много где были, много что видели, им не нужно никому ничего доказывать, да, и они ценят и свое время, и свою приватность, и действительно то пространство и environment, да, в котором они находятся. И, собственно говоря, в этом, наверное, есть такое философское начало отельного бренда «Оман». Давай начнем с самого начала, с чего началась история бренда, с каких отелей, с каких, может быть, курортов, и почему это, кстати, вообще развилось в цепочку? Все началось с отеля «Аманпури», который находится на острове Пхукет в Таиланде. И более 35 лет назад основатель компании, собственно говоря, он не предполагал открывать какой-то отельный бренд или строить отель. Он просто искал очень приватное, уединенное, красивое место где-то в Азии, потому что очень любил Азию и по-прежнему ее любит.
И, собственно говоря, он нашел такое место на острове Пхукет, который, конечно же, тогда, больше 35 лет назад, еще не был так растиражирован и не был таким туристическим, как сейчас. Он построил там свою собственную виллу. Через какое-то время к нему приехали его друзья, которые были настолько очарованы вот этим вот услужливым тайским сервисом, абсолютной приватностью этого места в окружении нетронутой природы, да, пальмовой рощи, которая окружала как раз-таки виллу, возможности практически в абсолютном уединении выйти на частный пляж, где никого нет, да, с белоснежным песком. Гости, которые приехали, были настолько в восторге, что, конечно, они начали рассказывать об этом месте своим друзьям, друзьям друзей. И постепенно информация об этом месте, да, как-то начала так естественным образом передаваться из уста в уста, и друзья друзей решили приехать посмотреть. Да, для этого основателю компании пришлось построить еще одну виллу, потом еще одну. Ну и так, собственно говоря, да, он понял, что, наверное, это те, может быть, важные моменты, которые путешественники или люди, желающие скрыться, да, от какой-то повседневности, ищут. То есть уединение, приватность, погружение в место. Отсюда и название. Название места. Через место получилось Да. и название отеля. Ты абсолютно права. Аман в переводе с санскрита означает «спокойствие». И название первого отеля Аманпури, оно как раз и состоит из двух слов. Аман – это спокойствие, а Пури означает место по-тайски. И даже сейчас, по прошествии уже 35 лет, все равно большинство гостей возвращаются в Аманпури и говорят о том, что, пожалуй, такого погружения в место, такого спокойствия и такой приватности и действительно потрясающей возможности для восстановления они не могут найти в других местах, поэтому предпочитают возвращаться вновь и вновь. Но этим и отличаются гостиницы «Аман», вот этим вот спокойствием, приватностью, сохранением границ, скажем так, такого комфорта. Абсолютно верно. И до 2010 года в отельной группе было всего 20 отелей. Все они были курортные отели. Это были отели, которые расположены либо на территории национальных парков, либо на территории природных заповедников или рядом с объектами всемирного наследия ЮНЕСКО. Природная составляющая, она настолько уже естественным образом погружает гостей в такую размеренность и умиротворение, что такой естественный образ жизни в спокойствии, он как бы, да, является уже неотъемлемой составляющей для этого места. То есть получается, что Аман выбирает локации какие-то красивые, не нарушая природных каких-то ландшафтов и красот, аккуратно встраивается и не перегружает ни декором, да, ни лишними деталями. Отсюда такое ощущение сдержанности, действительно покоя и чистоты линий. Вот ты абсолютно, многие отели этим абсолютно права и действительно очень точно определила. Отели естественным образом вписаны в местную природу, но большинство отелей построены. И архитекторы, которые работают с отельным брендом Аман, они настолько естественно и утонченно, я бы даже сказала, и гармонично, безусловно, вписывают отели в то место, где они находятся, что кажется, как будто они существовали здесь достаточно многое количество лет. Хотя большинство из них построены. Например, отель Аманджива, который находится на острове Ява, он построен как часть храмового комплекса Барабудур. Или наш первый отель Аманпури, он абсолютно олицетворение традиционных тайских храмов. Отдельно стоящие павильоны с традиционными крышами, они спускаются вниз, как храмовый комплекс, ведущий непосредственно к пляжной зоне. Либо Венецианский палаццо, который абсолютно олицетворяет традиционный венецианский роскошный стиль.
Есть несколько архитектурных бюро, с которыми работает отельная группа «Оман», и которые по-прежнему таким естественным и гармоничным образом вписывают отели в то место, где они расположены. То есть либо это часть природного заповедника, либо это часть какого-то исторического, как в случае с Венецией, да, как бы часть города уже практически. Да, абсолютно. И городские отели, они стали появляться немножечко позже. Это, так сказать, некое тоже такое естественное развитие отельного бренда в вертикальном направлении. То есть если до 2010 года все отели были курортные, да, на большой территории, горизонтально расположенные, то после 2014 года стали появляться первые городские отели, которые тоже совершенно потрясающим образом архитекторы и дизайнеры в них смогли встроить все-таки вот эту вот философскую составляющую бренда. Погружение в место, пространство и достаточно уникальная составляющая приватность. И первый городской отель, он был открыт в Токио. Это Оман Токио. Как раз-таки это то место, где абсолютно можно ощутить японский минимализм, лаконичность. И несмотря на то, что отель находится в центре бурлящего и такого очень активного города, но когда ты приезжаешь, да, на 30-й этаж отеля, в лобби приходишь, то как будто бы мир вокруг тебя абсолютно замирает, потому что ты оказываешься действительно в оазисе, что для Японии большая ценность, где каждый там сантиметр, метр на вес золота, а здесь получается, что огромные окна от пола до потолка высотой в несколько этажей открывают просто потрясающий панорамный вид на бурлящий, активный и очень живой Токио. А в твоем собственном пространстве тишина, спокойствие, как будто бы это такой рёкан, парящий над всем городом. Я тоже хотела добавить, что отели на курортах, что в Греции, что в Турции, в Бодруме, да, в частности, это как будто часть старинных деревушек. Это настолько тоже уникальное ощущение. Такая звенящая тишина, значит, цикады, оливковые рощи и вот это вот абсолютно вписанные в природные цвета домики. Это, конечно, просто вот удивительно. Да, это потрясающе, когда действительно архитекторы каким-то неимоверным образом могут найти те моменты, которые олицетворяют само место. Присущие этому месту. Да, ты приезжаешь в Турцию, в отель Аман-Рую, и ты действительно сталкиваешься с невероятным пространством, да, погруженным в оливки и хвойные леса, но в то же время это стопроцентная османская архитектура. То есть это то, что изначально было в Турции. Это олицетворение абсолютного прототипа, да, и действительно образа жизни вот этих вот османских деревушек. Ты по отелю передвигаешься по мощенным улочкам. Твой собственный номер — это отдельный огромный павильон с частным бассейном и огромной террасой. Внутри все очень минималистично. И Оман — это вообще никогда не кричащая роскошь. Ни золото, ни канделябры. Это всегда очень сдержанные, такие естественные тона, очень понятные, четкие, простые линии. Да, есть вот ощущение, что у тебя взгляд отдыхает. Ничего лишнего, никаких ярких, кричащих действительно тонов. То есть все очень натурально, очень естественно и гармонично, что это просто удовольствие. Ты замыкаешься там на себе, на природе, на воздухе на месте, и на безупречном тихом сервисе. То есть это вот когда все решается. Сервис Омана — это никогда тоже не вышколенность персонала. Это скорее интуитивный сервис.
И когда очень многие нас спрашивают, ну а что же такого особенного в сервисе Оман, на самом деле это действительно возможность услышать гостя. И зачастую услышать его не только через те жалобы, да, или там, те пожелания, которые у него есть, но и возможность ненавязчиво предугадать да, какие-то моменты. Когда, например, за завтраком официант аккуратно спрашивает, как вам спалось, все ли было хорошо. И когда гость говорит, да, все было хорошо, но что-то вот немножко жестковатая подушка или наоборот она слишком мягкая, это уже да, некий момент для персонала, что подушку нужно заменить или там принести что-то другое, или может быть более теплое одеяло, или для него было слишком светло в номере, потому что солнце вставало рано, и да, ему нужны какие-то более защищающие шторы или, например, просто очки для сна. То есть маленькие ненавязчивые вещи, да, через которые, через общение с гостем персонал может действительно понять, чем можно улучшить пребывание гостя в отеле. В том числе складывается картина образа гостя отеля. Конечно. Да? То есть люди, которые уже привыкают к такому вот определенному уровню сервиса, к стилю, я бы сказала, сервиса, и в то же время вот к этому сохранению собственных личных границ. Да? На каждого гостя внутри бренда, да, существует небольшой профайл относительно его предпочтений. И эта информация, она передается из одного отеля в другой. Именно поэтому многие гости с таким удовольствием приезжают в новые Оманы, потому что они знают, что да, их будут называть по имени. Информация о предпочтениях уже известна для отеля. Конечно, это достаточно большой плюс, когда ты являешься таким долгожданным гостем, не клиентом, да, а долгожданным гостем, к приезду которого уже подготовились и действительно хотят ему сделать очень-очень приятные какие-то вещи. Есть какая-то у отеля система привилегий для постоянных гостей? Мы можем говорить об оманджанке как понятии. А что такое оманджанки? Звучит очень весело. Ты знаешь... Для Омана даже. Некоторое время назад гости, которые хотели посетить отель Оман, просто даже не знали, как это сделать, потому что попасть в отель возможно было только по личному приглашению владельца компании, либо по рекомендации тех гостей, которые уже жили в отелях до этого. И таким образом на протяжении достаточно длительного периода времени да, об Омане, об отелях Оман шла такая вот, ну, я бы сказала, наверное, легкий флер загадочности, да, и о том, как же туда можно попасть. И гости, которые, тем не менее, да, путешествовали из одного отеля Оман в другой, постепенно стали называть себя оманджанки, то есть оманозависимые, или люди, которые начали болеть оманоманией, так сказать, желанием путешествовать в новый отель и открывать для себя новый Оман, потому что в каждом новом месте они погружались абсолютно в новые и совершенно потрясающие ощущения. С одной стороны, это абсолютно разная архитектура, да, и ты понимаешь, что ты находишься в Греции, потому что в отеле стопроцентное олицетворение Греции, колонны и портики, например. Либо ты погружаешься в традиционный османский стиль в отеле Аман-Руэ в Бодруме. Таким образом, это, так сказать, название Оманджанки, оно так и стало проявляться далее. И сейчас многие гости, которые путешествуют действительно по отелям Оман, они так и продолжают себя называть Оманджанки. Класс. Давай поговорим, в каких странах есть
прекрасные отели «Оман». Да, наверное, это, собственно говоря, важный момент, потому что то, что было 10 лет назад, да, сейчас, к нашей большой радости, отельная группа растет, развивается. За последние несколько лет появилось ряд новых отелей. И сейчас в отельном бренде представлено 35 отелей, которые находятся в 22 странах. В основном отели расположены в азиатском регионе, потому что, да, Аманпури, с которого началась история бренда, ну и, собственно говоря, постепенное, да, открытие следующих отелей, оно было именно в том регионе. Следующим после Аманпури открылся отель Амандари, который находится в Убуде, на острове Бали в Индонезии. Ну и постепенно, да, новые отели начали появляться именно там. Кстати говоря, отель Амандари, которому тоже уже около 35 лет, это был первый отель, появившийся в Убуде, посреди абсолютно нетронутой природы, когда не было еще никого там. Да, ведь Убуд — это, ну, по большому счету, джунгли, которые находятся практически в середине острова Бали. Как раз-таки там был построен на кромке холма первый отель, и это был первый отель вообще в Азии, у которого появился Infinity бассейн. То есть бассейн, который действительно свисает на кромке холма, из которого можно наблюдать вот эту вот невероятную, по-прежнему даже в настоящий момент, да, на сегодняшний день, совершенно потрясающую, кричащую, я бы даже сказала, да, такую активную природу этого места. Тропические джунгли, погружающие тебя своей энергетикой. Ну вот, и насколько я знаю, что все отели, вне зависимости от того, где они расположены, объединяет такая, скажем, ну это не философия, как это, отношение, бережное отношение к пространству, в котором живет человек. С одной стороны, это, конечно, бережное отношение к природе и к местным комьюнити. Спасибо большое, что ты об этом сказала. Это действительно очень важно для Омана, потому что в большинстве отелей Оман по всему миру, особенно в таких удаленных местах, где есть, да, отели, например, на Филиппинах, на частном острове, или, опять же таки, в Индонезии или на Шри-Ланке, большая часть обслуживающего персонала — это местные жители. И для них это большая честь, с одной стороны, да, работать на бренд, а с другой стороны, для бренда это прекрасная возможность иметь очень лояльный персонал, который воспринимает гостей как собственных, очень-очень дорогих гостей, приехавших к ним в страну, и которые хотят показать для гостей отеля все самое лучшее с точки зрения, да, своего гостеприимства. Самые маленькие номера в отеле — это всегда очень большая площадь. Если мы говорим про городские отели, то, как правило, это самые большие номера, которые есть в городе. То есть стандартные номера в Венеции начинаются от 55 квадратных метров, а в Токио так и вообще от 75, что опять же таки для такого города, как Токио, где пространство очень, каждый сантиметр, да, на вес золота, это большая роскошь. В наших курортных отелях, как правило, это отдельно стоящие павильоны, и это стандартное размещение для Омана в виде собственного дома отдельно стоящего, да, либо от 75, либо 100 квадратных метров, как правило, конечно же, с террасами, бассейнами в некоторых из них, ну и уже с отдельно стоящими виллами, вплоть до отдельно стоящих вилл, да, от 2 до 9 спален, которые являются отелями внутри, собственно говоря, самого отеля. Когда у каждого гостя есть возможность своего собственного дома вдали от дома. И, конечно, это возможность прекрасного сохранения приватности, возможности полностью предоставить те услуги, которые характерны, ну или которые необходимы для конкретной семьи, в естественном их образе жизни, как они бы, если бы жили дома. А сейчас еще появилась уникальная возможность соединить некоторые курорты и города, да, в виде
перелеты на Оман-джете. Расскажи чуть-чуть поподробнее об этом, потому что это пользуется большой популярностью у наших гостей. И мы прям с интересом и бронируем, и запрашиваем. Это действительно очень уникальные маршруты. Но мне кажется, что сейчас вообще появляется все больше и больше искушенных путешественников. Гости много где уже побывали, много что видели. И когда есть возможность совместить в одном путешествии несколько стран с действительно очень уникальным погружением в то место, это, конечно, потрясающая возможность. У Омана есть ряд программ и ряд экспедиций, которые созданы для гостей, желающих совместить в одном путешествии несколько направлений, с одной стороны, но с другой стороны, может быть, это даже некая группа единомышленников, которые готовы, да, открывать какие-то совершенно уникальные грани, может быть, даже тех мест, в которых они уже были, или наоборот, новых мест, в которых они еще не были. Этот маршрут, как правило, максимум на 12 или 16 гостей. По маршруту гости перемещаются на частном самолете. Как правило, маршрут включает в себя от 14 до 21 дня путешествия. Несколько стран от 5 до 9. Как правило, это локации, в которых находятся отели Оман. И, конечно, это такие тематические маршруты, да, с возможностью не просто пожить в отелях, а погрузиться в совершенно уникальные экспириенсы, которые есть в том или ином месте. Например, если маршрут начинается из Токио, дальше гости летят в Камбоджу, где вместе с монахом они смотрят храмовые комплексы, или потом перелетают на несколько дней, наоборот, для релакса наш отель во Вьетнаме, в Аманое, да, где их ждет национальный парк, на территории которого расположен отель, и там возможность наблюдать за звездами, потому что там открытое пространство, да, и совершенно естественная сумасшедшая природа. Или же дальше маршрут делает остановку в Бутане, где страна в принципе закрыта для такого массового путешествия, для массовых путешественников. И только у гостей есть возможность посетить их храмы и поговорить с ламами или ринпочами, как они там называются, и которые считают себя, да, действительно монахами реинкарнированными, с душой, проживающей уже 7-е воплощение. Ну, то есть это возможность при очень комфортном созданном путешествии, где продуманы все детали твоего маршрута, от перелета до переезда до места и погружения в действительно, да, вот омановский такой минимализм, но невероятное эстетство и сдержанную роскошь, еще и познать грани того места, которые, может быть, не каждый путешественник откроет для себя в обычном стандартном маршруте. Да, эти путешествия надо очень заранее бронировать. Мест очень мало. Абсолютно верно. Интересные. Сейчас мы работаем над созданием новых маршрутов, которые будут, и которые уже сейчас, да, судя по запросам, будут более актуальны для российских гостей. Это тоже будет на джете или это будет абсолютно верно. Угу. Одно из направлений это будет Китай. Угу. В Китае у Омана есть 4 отеля, которые расположены в Пекине, Шанхае, в Хуанчжоу и в Лидзяне. И как раз-таки, если 2 первых это более городские отели, хотя отель, который расположен в Шанхае, он находится в его пригороде, это такая вот шанхайская Рублевка, я бы сказала. И это действительно потрясающее погружение в Китай через призму архитектуры и через призму невероятной эмоциональной истории этого места. А давай про Китай поговорим подробнее, потому что там было недавно. Да, и мне кажется, что это более и более актуальным становится для путешественников. И действительно необыкновенно интересное, очень неизведанное для всех, но предлагающее большое разнообразие невероятных мест и таких погружений, я бы сказала, и опытов.
начиная от исторических составляющих и заканчивая какими-то совершенно потрясающими открытиями. Но еще и побывать в очень уникальных местах. Одно из них — это город Лидзян, который граничит с Тибетом и где находится провинция Юнань, китайская. Выйдя из отеля, можно попасть в древний город, который находится под охраной ЮНЕСКО, и познакомиться не только с традициями этого места, но и еще действительно соприкоснуться с небольшими национальностями, которые проживают в тех местах, которых осталось очень мало во всем мире, и там порядка 100 тысяч или 500 тысяч человек этих национальностей только живут в пригороде, да, как раз-таки города Лидзян. Они делают потрясающее шоу на фоне заснеженных гор. И это шоу не постановочное, это шоу, которое делают местные жители с танцами и с песнями. Это возможность соприкоснуться с потрясающей природой, ради которой многие летят в Японию, чтобы увидеть сакуру, а весной сакура невероятным образом цветет и в этом месте. Ну и, конечно, попробовать очень вкусную китайскую кухню. В каждом отеле она представлена совершенно с новой стороны, но тем не менее, да, дает возможность гостям понять, что Китай, может быть, это настолько неизведанное, настолько глубокое направление, что оно заслуживает действительно отдельного путешествия по этой стране. На самом деле в этом и заключается искусство, скажем так, гостеприимства и настоящая роскошь, когда ты влюбляешься в страну через отель. Да? То есть это настолько связанные абсолютно, для меня лично связанные вещи. Конечно, и каждый отель, он как олицетворение еще и архитектурной составляющей места. То есть ты живешь в своих небольших домиках, павильонах, как будто бы погружаясь вот в этот вот естественный образ жизни древнего Китая, но в современном исполнении. Потому что, например, отель Аман Фаюн, второй отель, он находится в пригороде Хуанчжоу и проходит сквозь паломническую тропу, которая ведет к 7 потрясающим буддийским храмам. То есть часть отеля, да, это является храмовый комплекс. И, конечно, имея возможность после, опять же таки, 2 активных и очень насыщенных городских направлений, таких как Пекин и Шанхай, побывать в этом зеленом оазисе, где просто все наполнено энергией места, да, с чайными плантациями, с невероятными такими террасами, спускающимися вниз, с кленовыми деревьями в том числе. Да, это, конечно, огромные преимущества и большой плюс. Конечно, Шанхай и Пекин — это 2 таких достаточно активных, да, городских направления, бурлящих городов. И все-таки оманы смогли даже в этих городах, да, сделать что-то просто абсолютно уникальное. Прежде всего, я бы хотела, наверное, рассказать про отель Аман Ян Юн, который находится в пригороде Шанхая. У него невероятная эмоциональная история, потому что этот отель открывался более 20 лет. И все началось с того, что нынешний владелец отеля, Аман является управляющей компанией, китайский предприниматель и меценат господин Ма перевез камфорные деревья и высадил их на нынешней территории отеля. Эти деревья были перевезены из другой провинции Китая, которая находилась на грани уничтожения. Это провинция, в которой, собственно говоря, он родился, где жили его предки. И он настолько трепетно отнесся к тому, что вот-вот, да, деревья будут на грани уничтожения, что просто организовал за собственные средства невероятный, просто потрясающий проект, да, по восстановлению этих деревьев. Они были выкорчеваны, и дальше 800 километров они ехали на соответствующем оборудовании и были высажены вокруг вот как раз в пригороде Шанхая. Эти деревья, которым огромное количество лет, какие-то из них прижились, какие-то, к сожалению, погибли, но по прошествии вот уже больше 10 лет, да, те деревья, которые прижились, и потребовалось практически 5 лет для команды садовников и людей, которые занимаются растениями, чтобы их восстановить.
И вот действительно, когда первое дерево показало свой листочек, это было просто каким-то невероятным достижением жизни, возврата, да, жизни в новом месте. И именно тогда были приглашены архитекторы Оман для того, чтобы они смогли воссоздать тоже элементы архитектуры древних построек вот в одной из провинций Китая. И действительно это удалось сделать, и сейчас на территории отеля Оман Ян Юн это большие очень пространства, на котором, во-первых, растут потрясающие камфорные деревья, и одно главное дерево, которое находится в саду отеля. Каждый гость, когда приезжает в отель, он поливает из ковша это дерево, как бы благодарность и дань возможности, определенной реинкарнации тоже, да, восстановления жизни в новом месте. На территории отеля находятся совершенно уникальные павильоны, в каждом из которых воссозданы архитектурные какие-то черты китайской провинции. Но и самое главное, что даже несмотря на то, что отель находится за пределами города, но погрузиться в Китай там можно самым наилучшим образом, потому что есть несколько павильонов, в которых гости могут заниматься уроками написания иероглифов, уроками по китайским печатям, уроками по традиционному чаепитию. То есть через опыты, через экспириенсы, которые гости получают в этом отеле, они проживают настоящую китайскую историю. И они знакомятся с разными абсолютно аспектами Китая. Поэтому зачастую, когда нам говорят, отель находится не в центре города, но зато через вот это вот уникальное место, через те возможности и действительно экспириенсы, которые предлагает отель, они самым лучшим образом видят всю историю Китая. Вот мне это очень импонирует в истории с Оманом, потому что в том числе и детей, которые гости берут с собой, насколько я знаю, что отели Оман погружают в ту жизнь, в то место, куда приезжают гости вместе с детьми. И развлечения для детей, они немножко для взрослых, такие. Для осознанных, может быть. Да, для осознанных таких. Что очень ценят родители, потому что это всегда огромное. Какое-то приготовление, какое-то участие в каких-то процессах, которые в том числе для взрослых интересное. Например, в Греции, в отеле Аманзои, детишек везут на соседнюю пасеку для того, чтобы показать, как живут пчелы, в каких домиках они обитают, и как, собственно говоря, потом они делают мед. Это потрясающий экспириенс, и дети все в невероятном восторге. Или, например, в отеле Аманпуре, опять же таки, в котором открылся уже полноценный детский клуб для подростков, был построен скалодром из экологически чистых материалов, где детишки могут лазить и учиться сноровке и выносливости. И также открыта специальная площадка, на которой они могут под руководством инструктора научиться кататься на скейте. Либо, собственно, с персоналом они могут на основе видео и фотографий, сделанных ими, создать потрясающий контент, на который накладывается музыка, на который накладывается видеографом какие-то интересные, соответствующие необходимые штуки. И вечером за попкорном на огромном экране они все просматривают собственные произведения. Это, конечно, такой тоже опыт на грани с обучением. И, конечно, это невероятно ценится родителями, потому что это не просто отдых, а еще и возможность узнать что-то новое. Активности. Все, что хочет современный ребенок или тинейджер. Вот я хотела как раз сказать, что Оман предлагает настолько широкий спектр всяких возможностей, но в том числе он и славится своими wellness-услугами. Wellness и здоровый образ жизни – это тоже одна из составляющих философии бренда, так же, как и погружение в место, приватность и уникальное месторасположение.
Опять же таки, если брать историю Омана и тот факт, что большинство отелей изначально были расположены в Азии, где сама природа и само пространство располагает к естественному погружению в расслабленный такой образ жизни. Мы все эволюционируем, наш мир постоянно находится в движении, да, мы, в общем-то, все в хаотичном достаточно ритме живем, поэтому мы хотим, чтобы Оман, да, давал возможность гостям приобщиться немножко к другому образу жизни, основанному на таком естественном оздоровлении и возможности этот здоровый образ жизни перенести и в свою естественную каждодневную жизнь. В каждом отеле есть спа-центры, но, да, скорее возможность оздоровления, она как встраивается естественным образом в пребывание гостей, но ни в коем случае не навязывается им. То есть если гости хотят более детального и глубокого погружения, да, в какие-то даже околомедицинские вещи, то большинство отелей могут это предоставить. Например, в Таиланде, в Аманпуре открыта клиника, где гости могут сдать анализ крови, и на основе анализа крови им будут даны рекомендации по питанию, по ряду тренировок и вообще, в принципе, по здоровому образу жизни. Но есть ряд вещей, которые уже естественно вписываются и являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Для кого-то занятия йогой, для кого-то занятия пилатесом, для кого-то уроки дыхательных или медитативных практик, да, уроки, там, например, тайчи. И все это есть в отелях Оман. Каждый гость может выбрать для себя что-то более подходящее для него, либо вместе с профессионалом разработать персональную программу для себя лично, которая будет включать не только оздоровительные практики и там, какие-то специальные процедуры для тела, но еще и полноценный курс здорового образа жизни, основанный на правильном питании, на медитативно-физических упражнениях. Да? И в ряде мест и в определенные даты у нас есть ретриты, которые мы делаем вместе с тибетским монахом. Эти ретриты называются «Путь к спокойствию», то есть через взаимодействие с монахом действительно это возможность не только физического, но и духовного погружения. Даже у вас собственные амбассадоры есть. Да, совершенно верно. Мария Шарапова стала wellness-амбассадором отельного бренда «Оман», и она также проводит ряд ретритов в отелях Оман по всему миру, где она учит гостей действительно такому естественному, здоровому образу жизни через преодоление ежедневного стресса и создание такого определенного кора для собственного тела, которое будет способствовать просто естественной борьбе с каждодневным стрессом. То есть и Оман, и гости Омана стремятся к балансу в жизни. Абсолютно. Духовное с физическим. Начиная от архитектурного баланса, потому что многие отели даже построены по принципу фэн-шуя, да, чтобы все было в гармонии, и заканчивая действительно таким сбалансированным образом жизни, который дает тебе совершенно новое ощущение не просто от возможности приехать в красивый отель в красивом месте, а стать адептом образа жизни Омана.
Также это может происходить и в собственном доме, поскольку у нас появилась собственная косметическая линия Aman Essentials, да, какие-то предметы для интерьеров для дома и разные средства от косметики Aman Skincare. К вопросу о доме. Мы как раз подошли к интересной теме, что Aman сейчас может предложить не только стать гостем своих резиденций, красивых отелей и вилл, а в том числе и приобрести в собственность, да, кусочек Амана. Совершенно верно. Ты знаешь, со временем многие постоянные гости, которые не только на неделю, например, или на несколько дней приезжают в Оман, а уже живут даже месяцами, некоторые из них, начали задавать вопрос, а как бы нам можно было приобрести свой собственный дом в Омане или виллу в Омане, следуя, да, пожеланиям гостей и будучи открытыми к тому, что транслируют гости. Действительно появилось новое направление, новая вертикаль в отельном бренде. Это Aman резиденции. Это возможность приобрести в собственное частное пользование либо резиденции, которые находятся в городских отелях, да, апартаменты, либо виллы, которые находятся на территории курортных отелей Aman. Это прекрасная возможность иметь свой собственный Aman-дом, с одной стороны, но с другой стороны и в определенном смысле интересная инвестиционная возможность, поскольку эту недвижимость, да, эту частную собственность можно со временем сдать в менеджмент Аману и, собственно говоря, получать от этого еще и доход. Достаточно интересное и совершенно потрясающее бизнес-предложение. Да, ну то есть Аман настолько расширяет свои границы, да, и отели, и джеты, и wellness, и частные резиденции, и в том числе открывается лайт-версия, уже открылась, да, про которую мы сейчас скажем нашим гостям. Буквально недавно открылся дочерний новый бренд, который называется Джану. Первый отель был открыт в Токио. И если Аман — это спокойствие, то Джану — это душа. А Джану — это более молодой, динамичный, очень такой vibrant бренд, который скорее про социальный коннект. То есть это бренд для, может быть, более динамичных молодых людей, которые абсолютно ценят экологичность, опять же таки погружение в место, но хотят больше социального контакта. Джану может быть с более такой молодой энергией, я бы сказала, да, с определенным динамизмом и с, может быть, быстротой, которая для молодого поколения более актуальна. Это отель с большим количеством номеров, более демократичный, да, бренд, чем Аман. Это бренд, в котором действительно могут собираться единомышленники для каких-то особых возможностей в плане социального коннекта. Там 7 ресторанов, 3-этажный оздоровительный центр. Отель находится рядом с комплексом резиденций, которые буквально недавно были построены в Токио. И вокруг них потрясающие зеленые вот эти вот городские сады, что тоже является очень современным и таким трансформационным опытом для Токио, где, опять же таки, места очень мало. Пространство используется с максимальной эффективностью. И поэтому, когда ты приезжаешь в Джану, ты как будто бы окунаешься вот в эту вот такую очень динамичную, молодую, очень сконцентрированную энергетику, но очень такую вот с определенным вайбом. Поэтому, да, отель уже пользуется большой популярностью и, несмотря на несколько месяцев работы, уже показывает отличные результаты. В будущем также будет еще ряд отелей Джану по всему миру.
Оль, давай про названия чуть-чуть поговорим. Они прям так приятны на слух, просто водой льются красивой. Расскажи, пожалуйста, несколько названий нам раскрой. Это тоже одна из таких философских составляющих бренда. И удивительно продуманная вещь, поскольку в каждом отеле, да, собственно, зашифровано слово «Аман», что означает «спокойствие», плюс слово, характерное для того или иного места. Например, Аман Руя, который находится в Бодруме. Руя означает по-турецки «сон» или «мечта». И отель, да, переводится как «спокойная мечта». Аман Дарья, второй отель Аман, который открылся в Убуде, Дарья означает «духи». И действительно, это спокойные духи, которые обитают в Убуде, да, которых очень много. И, собственно, они погружают вот в это вот место. Или Аман Кила в Индонезии, тоже на острове Бали. Отель, который стоит на холме с потрясающими террасами, спускающимися вниз к пляжу. За отелем находится спящий вулкан. И Кила означает «холм». То есть получается спокойный холм. Ну, Аман Зоя, греческий отель. Зоя по-гречески означает «жизнь». И это действительно такая спокойная, размеренная жизнь, в которую гости погружаются, когда они приезжают в наш греческий курорт. Поэтому действительно название каждого отеля, оно невероятно продумано и отвечает или каким-то образом невероятно сочетается с тем местом, да, где оно находится. А как, кстати, нью-йоркский последний ваш отель называется? Так и называется «Аман Нью-Йорк», потому что, наверное, Аман Нью-Йорк, да, это воплощение, ну, скажем так, нового витка развития отельного бренда в плане вертикальных отелей, который стал следующим естественным продолжением после открывшегося Аман Токио в Токио, который, собственно говоря, за Аман Нью-Йорком последует и ряд других городских отелей. Один из них откроется буквально через несколько месяцев. Как раз про планы на будущее, да, хотелось уточнить. Да. Аман в Бангкоке, Аман на Илерт, ну и будущие открытия, которые запланированы в Дубае, будет Аман Дубай, в Саудовской Аравии и в ряде других направлений. Ева, для тебя гастрономическая составляющая является важной в маршруте? Глобально нет, потому что мы едем, там всегда будет вкусно. Да, конечно, гастрономическая составляющая – это важная и для некоторых основополагающая составляющая любого маршрута и выбора места. Расскажи про ваши, скажем, самые такие знаковые рестораны, которые есть в отелях. Полноценное путешествие без вкусной еды просто невозможно. Разговаривая с многими нашими гостями, да, многие из которых являются искушенными путешественниками, которые бывали в знаменитейших ресторанах мира с мишленовскими звездами у именитых шеф-поваров, зачастую возвращались к нам с обратной связью о том, что в гастрономические рестораны мы можем сходить в топовых каких-то местах. У вас такие уникальные локации. Большинство отелей находятся в таких уникальных местах, что хочется не только приобщиться к традициям этого места, но еще и через кухню тоже узнать что-то новое. Поэтому гастрономическая составляющая Аман достаточно простая. Это возможность для гостя попробовать свежие, сезонные, традиционные для этого места ингредиенты, которые искусным образом шеф-повар трансформировал в прекрасные блюда. Поэтому одна из основных концепций гастрономической составляющей Омана – это рестораны Арва. И Арва создана на основе слова harvest. Это все то свежее, сезонное, да, что шеф-повар, поднявшись рано утром, может купить на рынке в том или ином месте и дальше приготовить для гостей. И зачастую многие гости вместе с шеф-поваром предпочитают идти на рынок для того, чтобы действительно выбрать для себя какие-то свежайшие овощи, да, рыбу или мясо. Ну, это самое, наверное, действительно вкусное увидеть это и потом попробовать это в исполнении. И вторая гастрономическая концепция – это нама. Собственно говоря, это японская концепция ресторанов, расположенных в отелях Оман практически по всему
всему миру. Это, опять же таки, тоже свежая рыба, которая доставляется в отеле «Оман» из Японии. И это минимальная обработка блюд. То есть все естественное, натуральное и максимально дающее возможность гостям опробовать и почувствовать вкусы и, ну, скажем так, запахи, да, тех или иных составляющих. И в этом смысле гости отеля счастливчики, потому что, в общем, получить высокую гастрономию в рамках своего дома обитания — это большое удовольствие и, в общем-то, Да. хорошая возможность. Это действительно так, и особенно когда гости живут на виллах, да, в курортах, у них есть всегда шеф-повар, который может, собственно, адаптировать меню под их предпочтения. И для многих гостей паровые котлетки для детей или какие-то определенные крем-супчики — это уже стало абсолютно естественной нормой. Это очень здорово. То есть адаптация действительно и под вкусовые, и под вкусовые, какие-то да. предпочтения. Но я не могу не задать традиционный свой вопрос. Для людей, которые еще не знакомы с прекрасным брендом, но хотели бы познакомиться, с какого бы отеля ты рекомендовала начать знакомство с брендом? Я думаю, что с самого первого отеля, с Аманпури. Я бы хотела прочитать недавно оставленный комментарий постоянного гостя отеля, который уже не первый год приезжает в это место. Я приезжал в Аманпури много лет подряд, и каждый раз мне по-прежнему казалось, будто это впервые. Всплывало то необыкновенное, яркое впечатление, испытанное много лет назад во время первого визита. Есть что-то притягательное в том, что это место не подвластно времени, словно невесомое воспоминание, застывшее в янтаре моего прошлого. Пожалуй, в мире нет подобных этому мест. И действительно, здесь, в Аманпуре, в отеле, который открылся более 30 лет назад, гости как будто бы имеют возможность погрузиться в совершенно как бы уникальный образ жизни, который совмещен с одной стороны, с нетронутой природой, но с другой стороны, с абсолютно естественным, спокойным течением и образом жизни, олицетворенным через пространство, да, через ненавязчивый, но достаточно предвосхищаемый сервис, и просто через естественность этого места и естественный образ жизни, который гости здесь и ведут. Ну, то есть в том числе они возвращаются, наверное, для наполнения силой, какой-то энергией. Действительно, после пребывания в отеле «Оман» ты возвращаешься наполненный совершенно иными впечатлениями, смыслами, энергиями, и как будто бы возрождаешься заново, открывая в себе самом определенные новые грани. Ну что, друзья, надеюсь, мы вас с Ольгой вдохновили на новые открытия, на знакомство с Оманом. Возможно, кто-то открыл для себя новые отели в группе «Оман». Возможно, кто-то вспомнил про свои любимые места. И ждем всегда в гости в отелях «Оман». Действительно, мы ждем вас в отеле «Оман» и надеемся, что это будет для вас новый опыт путешествия, который подарит вам вдохновение, эмоции и познакомит с какими-то удивительными, яркими местами.